Дорогие зрители, здравствуйте! На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня рецепт максимально простого, очень вкусного низкоуглеводного арахисового печенья без сахара. Его можно подстроить под кето и ЛСХФ питание. В процессе все подробно расскажу и покажу. Давайте начинать. Заранее поставим духовку разогреваться до 180 градусов Цельсия. Для начала смешаем все ингредиенты. Для максимальной простоты и однородности я буду делать это в чаше блендера. Отправляю в блендер рикотту, арахисовую пасту. Вариант проверенной арахисовой пасты оставлю в описании под роликом. В ней всего 10 грамм углеводов на 100 грамм продукта. В составе только жареный арахис и соль. Это качественная, но не самая дешевая арахисовая паста, поэтому покупаю другие. Обычно при выборе ориентируюсь на состав, чтобы там не было ничего лишнего. В идеале там должен быть арахис, либо арахис с солью. Ну и за количеством углеводов следите, если вам это важно. В более дешевой пасте, которую я обычно покупаю, практически в 2 раза больше углеводов. Так, выливаем яйца. Подсластитель. Подробную информацию по своему подсластителю всегда оставляю в описании под роликом. Разрыхлитель. Ваниль по вкусу. Еще, если в вашей арахисовой пасте нет соли, то можно добавить еще и щепоточку соли для баланса вкуса. Смешиваем массу до максимально возможной однородности. Кстати, если делаете печенье только для себя, рекомендую поделить количество ингредиентов на 2. Это печенье делать очень просто, и лучше при необходимости будет просто испечь свежее печенье, чем делать большой запас сразу. От выбранной пасты будет зависеть итоговая текстура теста и пышность печенья. Вот такая удобная для отсаживания консистенция получается на арахисовой пасте из описания. Вот такая более липнущая к ложке, вязкая и тягучая на более дешевой, но не менее вкусной пасте. Еще может получиться более жидкая масса, тогда печенье просто побольше расползется и получится более плоским. Печенье выкладываю на тефлоновый коврик. Можно при помощи кулинарного мешка, но это не очень удобно, поэтому можно просто воспользоваться ложкой. Размер и форму регулируйте по вашему желанию. Я обычно пользуюсь чайной ложкой и вот так по кругу разравниваю поверхность, выравнивая форму. Далее часть печенья украшаю шоколадными капельками. А часть оставляю вот так непокрытыми, без всяких шоколадных капель. Украшу эти печенья после приготовления. Хотя можно и так есть, тоже вкусно будет. Для кето-варианта можно порубить на кусочки кето-шоколад, либо, например, взять вот такое тертое какао. Посмотрите, у него в составе только натуральное какао тертое. Стоит учесть, что оно горькое без подсластителя, поэтому если будете использовать его, то можно сделать тесто послаще, чем у меня. В описании к рецепту дополнительно уточню этот момент, на какие пропорции лучше всего вам будет ориентироваться. Выпекаем печенье до готовности в заранее разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 10-20 минут. У меня прошло 15 минут. Достаю готовое печенье и даю ему полностью остыть. Печенье может получиться слегка золотистым, а может подрумяниться и вот так более интенсивно. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Горячее печенье не рекомендую снимать сразу же с поверхности, оно пока очень нежное. Дайте ему время остыть. Печенье остыло. От тефлонового покрытия оно очень легко отходит. Аккуратно отлепляю его от коврика. Вот такое печенье вышло. Оно получается вкусным и без шоколада и шоколадных капель. Но если хотите максимально вкусный, красивый шоколадный вариант печенья, можно полностью покрыть его растопленным шоколадом, либо просто какими-нибудь вот такими потеками. Шикарно пахнет и вкус прям такой насыщенный, арахисовый. По текстуре печенье не песочное, оно, видите, вот такое нежное, бисквитное. Очень рекомендую этот рецепт. При всей простоте приготовления печенье очень вкусное и при должном украшении может выглядеть весьма по-праздничному. Кто приготовит, делитесь впечатлениями, может быть, какими-то заменными наблюдениями. Заранее спасибо, что смотрите, комментируете, ставите отметки «нравится», «не нравится».
и делитесь полезными, понравившимися роликами с друзьями. На этом у меня сегодня все. Желаю всем приятного чаепития, мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!